связи со сложившейся ситуацией впервые позволю себе прочитать свое обращение, а не просто рассказать его словами. Я не планировал переводить то, что случилось, в публичную плоскость, однако меня откровенно вынуждают это сделать. За последние 12 месяцев в литовской прессе вышло 4 материала обо мне. 2 материала вышли в одном и том же издании, 3 из 4 были написаны одним и тем же автором. Меня обвинили в том, что я просил убежище в России, рассказывали о моей работе на Кремль и так далее. Естественно, не было приведено ни одного доказательства, ни единого факта. Вернее, в качестве фактов использовали мое стебное видео, в котором я утверждал, что в Украине расцвет свободы слова. Последние 2 материала обо мне касались того, что я, цитирую, «издевательски высмеиваю Украину и украинское воинство». В качестве примера приведено мое видео, на котором запечатлено, как бойцы одного из батальонов грабят офис. Автор, начертавший эти произведения, не пожелал со мной пообщаться, а когда я ему предложил, предпочел меня заблокировать в соцсетях. Повторяю, никто не пытался со мной связаться, дабы я мог высказать свою позицию и просто поинтересоваться, где, когда, в каком видео, в каком материале, в какой статье, возможно, в каком комментарии. Я пропагандировал Кремль, высказывался о разделении страны, прославлял то, что происходит на Донбассе и так далее. Уже после первого материала я связался с представителями УВКБ ООН и Департамента миграции, поинтересовался, могу ли я продолжать высказывать свое мнение, могу ли я критиковать украинскую власть, не является ли это страшным преступлением критиковать власть своей страны и разоблачать ложь в СМИ своей страны. Мне был дан однозначный ответ. Статус предоставляется людям, которые не в ладах с властью в своей стране. Ради того статус и существует, чтобы человек, критикующий власть, не мог быть подвержен репрессиям со стороны власти. На то и демократия, на то и свобода слова. Но сегодня из СМИ я узнал, что литовские чиновники обсуждают лишение меня статуса беженца. Власть в Украине демократическая, суды справедливые, бояться мне больше нечего. Характерно, что данное объяснение прозвучало в статье, подводку к которой сейчас активно перепечатывают СМИ ближнего и дальнего зарубежья. Цитирую, он издевается над властью, высмеивает и так далее. То есть, если бы я не издевался и не высмеивал украинскую власть, то и со статусом беженца все было бы нормально. Но раз я настолько злостный преступник, что смею высмеивать власть, стало быть, меня следует этой власти передать. То есть передадим тебя власти, которую ты и критикуешь. Логично. Наплевав на международное право. Наплевав на законы, в соответствии с которыми человек может лишиться статуса беженца. По каким причинам человек лишается статуса беженца? Если он соврал, его получая. Литовский журналист-профессионал утверждает, будто я рассказывал, что меня преследуют. Департамент миграции – это не то место, где можно что-то рассказывать. Там изучаются факты. Я мог рассказывать или не рассказывать. Я предоставил документы своего уголовного дела и судебного следствия. Их писал не я. И ту ахинею, что там написано, не я сочинял, а украинские следователи, украинские прокуроры и украинские судьи. Возможно, в документах, предоставленных мною, что-то изменилось. С годами. Ничего в них не изменилось. Возможно, следователи и судьи сбежали вместе с Януковичем, а на их место пришли честные и справедливые профессионалы. В мае прошлого года мною был получен отказ в ответ на очередное ходатайство по моему уголовному делу. Отказ был получен от того же судьи, который судил меня. А через несколько месяцев отпустил из зала суда ректора Академии водного транспорта, снимавшего дома порнографию. Этот судья и дальше судит. Там же, на том же месте. А следователи сидят на своих местах. За год не произошло никаких реформ, которые свидетельствовали бы о том, что другой судья будет судить меня иначе. Не будет. Все осталось по-прежнему. Все стало хуже. Возможно, я представляю угрозу для Литвы. Ни разу мною не было высказано ни единого слова о ситуации там. Ни разу не было высказано критики в адрес Европы. Даже если бы такое было, это не повод лишать меня статуса. Но такого не было. Я всегда заявлял, что в Европе чтут закон. Сегодня я спрашиваю себя, я ошибался?
Но ко всему тому, что было создано по мне при Януковиче, включая сфальсифицированные уголовные дела, добавилась колоссальная масса врагов в нынешней украинской власти, которых не устраивала моя критика. Врагов в парламенте, врагов в высших эшелонах власти. Люди, наделенные в Украине властью, угрожали мне расправой публично. Эта информация имеется в открытых источниках, и по факту этих угроз я обращался в УВКБ ООН. Отдельные литовские чиновники считают, что в стране мне больше ничего не угрожает. На основании чего они сделали такой вывод? Потому что Литва и Украина породнились после 2014 года. Меня решили лишить международной защиты по дружбе? Скольких людей лишили статуса беженцев вследствие того, что они критиковали власть своей страны? Ни одного. Ни единого. Нет таких примеров. Сегодняшняя встреча с представителями УВКБ ООН это подтвердила. Примеров подобному не было и нет. Статус по причине изменения обстановки в Украине не лишен ни один украинец, получивший защиту во времена Януковича. И это правильно, это соответствует закону. Мне хотят сказать, что в стране, где журналист Кацаба подвергается уголовному преследованию за озвучивание своей позиции, есть свобода слова. Меня хотят убедить в том, что в стране, где закрываются телеканалы за одно высказывание в эфире, противоречащее официальной политике, есть свобода для высказывания своего собственного мнения. Мне хотят сказать, что в стране, где государственные чиновники, абсолютно не опасаясь, угрожали мне публичной расправой, я в безопасности? Разрешите не поверить. Я убежден, что литовский чиновник, публично заявивший о несоответствии моих высказываний чему-то там, без труда процитирует одно мое высказывание, противоречащее законодательству любой страны Евросоюза. Я пропагандировал прекращение войны, это запрещено? Каким законом? Я считаю, что гибель мирного населения нельзя оправдать ничем? Это под какую статью Криминального кодекса подпадает? Я разоблачал ложь СМИ своей страны с доказательствами разоблачал. Это по какому законодательству является преступлением? Чиновник без труда покажет, какое из моих высказываний в отношении лжи политиков моей страны является противозаконным. И, конечно же, продемонстрирует, где и когда я являлся рупором Кремля. Возможно, чиновники попросту не перепроверили информацию, преподнесенную горе-журналистам. Тогда на каком основании они делают заявления для прессы, которые сейчас активно перепечатывают СМИ? На основании абсолютно неаргументированного материала какого-то псевдожурналиста, разместившего свои фантазии? Я вижу то, что происходит, однозначно политически мотивированным действием, напрямую связанным с моей публичной деятельностью. Всегда во всех интервью я высказывался о том, что в Европе свобода слова несравнима с положением дел в этой же сфере, которая имеет место быть в моей собственной стране. Сегодня я увидел четкую политическую мотивацию в деле, от которого зависит моя жизнь. Подчеркиваю, не свобода, а жизнь. Потому что я не строю иллюзий по поводу того, что со мной случится в Украине при нынешней власти. В свое время, когда я попросил миграционную службу Нидерландов отправить меня в Литву, я общался с представителями литовских служб, которые меня уверяли, мы Европа, мы будем объективными. И на самом деле я видел беспристрастность и объективность. До сегодняшнего дня. Со своими документами я получил бы статус беженца в любой стране Европы. Литва предоставила мне такой статус, предоставила мне защиту на основании положения ООН о статусе беженца. Сегодня я увидел абсолютную пристрастность и абсолютную политизацию того, что не должно быть политизировано. Подчеркиваю, я не говорю за государство Литва, которое ни разу не заставило меня усомниться в том, что это на самом деле европейское государство. Я говорю за конкретную ситуацию и конкретные заявления чиновников, прозвучавших сегодня. Однако это были чиновники высшего звена. Что я увидел сегодня в офисе УВКБ ООН? Растерянность. Они не знают такого рода прецедентов. Их не было, повторяю. Что я услышал? Что мне следует готовиться к судам. Могу ли я доверять судам там, где по политическим мотивам поднимается вопрос лишения статуса беженца? Очевидно, что нет. В связи со сложившейся ситуацией я делаю заявление. Я люблю свою страну. Все, что я делал ради нее и ради ее народа. Но любить страну и любить государство – это два разных понятия.
Я не хочу быть гражданином государства, которое хотело меня уничтожить при Януковиче и которое хочет меня уничтожить сегодня. Потому на сегодняшний день я готов рассмотреть любые предложения гражданства от любой цивилизованной страны мира. Мое государство никогда меня не защищало. Оно всегда хотело меня убить. Сегодня оно хочет того же. Я никогда и нигде не высмеивал страну. Исключительно государство и политиков, а также ложь в прессе. Я имею на это полное право. Это и есть свобода слова. Я буду продолжать делать то, что не запрещено ни одним законом. Я не вернусь в Украину при существующем там правовом беспределе. Не вернусь ни при каком условии. Примеры журналистов, которые сегодня сидят в Украине в тюрьмах и в защиту которых высказались международные правозащитные организации, являются для меня наглядными примерами того, как в сегодняшней Украине относятся к человеку, имеющему свое мнение. Я не вернусь в страну правового нигилизма. Я не позволю себя убить за мнение, за правду, за критику власти, за то, что западные журналисты делают, не опасаясь за свою жизнь и здоровье. Считаю происходящее не просто ошибкой, а, повторюсь еще раз, политически мотивированным действом. Напомню основной принцип демократии. Никто не может подвергаться преследованиям за свои убеждения, за критику власти, за свою позицию. Моя позиция и мои высказывания не нарушают закон. Критика власти в цивилизованном мире также не преступление, а обязанность журналистов. Потому мое преследование прямо противоречит основам демократии. Во всяком случае, декларируемым основам демократии.